Здравствуйте, друзья! Сегодня мы приготовим с вами обалденный, вкуснейший, самый лучший, будем поскромнее, очень вкусный маринад для мяса. Давайте начинать. Для приготовления этого маринада нам понадобится 100 мл сои, нам понадобится 30 мг оливкового масла, сладкая паприка, вы можете выбрать острую паприку, сладкая паприка 2 столовые ложки, любая приправа для мяса, которая вам нравится, можете ее выбрать. Я выбрал нашу израильскую. 1 чайная ложка сушеного имбиря. Из сушеных трав базилик и мята. Вы можете также выбрать орегано. Нам понадобится острый соус. Я выбрал соус на основе горчицы и майонеза. Вы можете выбрать тот соус, который нравится вам. Не обязательно, кстати, делать с пальчиком, можно делать с ложкой. Мне нравится пальчиком. Острый чили соус. Это острый соус из красного перца. Опять же, остроту вы выбираете для себя сами, больше или меньше остроты. И для того, чтобы разбавить все это немножко сладким, добавим мед. Кстати, этот мед мне привезли из Азербайджана. Это мед моего дяди. Йосиф, большое спасибо. Вот, используем твой мед. Я этот маринад приготовил для стейка, для фланк-стейка. Вот. Но этот же маринад можно использовать и для курицы, или для любого другого мяса на ваше усмотрение. В таком маринаде мясо должно быть 2-3 часа, не больше. Не оставляйте его на ночь. Туда можно добавить также соль, перец на ваше усмотрение. Я соль не добавляю, так как я добавил соевый соус, а он сам уже соленый. Фланк-стейк. Вот он какой он. Видите, он совсем без жира. Вот. Для маринада вы можете использовать любую посуду, любую ванночку или там какую-то миску. Все, что у вас есть под рукой, все, что вам удобно. Я же буду использовать вот такой вот пакет. Почему? Потому что времени у меня немного, и плюс я это еще буду с собой отвозить. Поэтому я его сразу в пакет и вот так вот. И уже в пакет залью маринад. Маринад советую не выливать весь, а немножко оставить, так чтобы можно было потом готовое мясо тоже полить этим маринадом. Но это не обязательно. Как видите, я оставил немножко маринада. Этим маринадом я буду поливать мясо, когда оно уже будет готово. Мне не нужно, чтобы был вакуум, потому что мы его не будем отправлять в сувид. Но для того, чтобы оно хорошо запаялось, для того, чтобы маринад оттуда не вытек. Итак, ждем. У вас пройдет секунда, а у меня целых 2,5 часа. До встречи.
Ноги в порядке, Амут... Готовим мангал для принятия нашего стейка. Итак, прошли у нас 3 часа, и мы готовы выложить наш стейк. Вау, вот такой вот красавец на огонь. Буквально 3-4 минуты с каждой стороны, и он будет готовый. Окей, сейчас мясо должно полежать минуты 2-3, отдохнуть, и после этого мы будем его нарезать. Друзья, теперь мы начнем резать наш фланк-стейк. Обратите внимание, сколько сока уже выливается. Видите? Поэтому нам нужно было подождать пару минут для того, чтобы эти соки обратно впитались. Но мы начнем резать, потому что кушать уже хочется очень сильно. Так, помните наш маринад, который мы сделали? Я сказал немножко маринада оставить, для того, чтобы мясо можно было полить еще и маринадом, когда оно будет готовое. Вот именно про это я и говорил. Друзья, приятного аппетита! Паки. Не забудьте поставьте лайк и поделитесь этим видео со своими друзьями. Я уверен, они вам скажут большое спасибо.